Друзья, всех приветствую на своем канале, и сегодня будет сборка модели автокрана на базе 130-го ZILA. Модель имеет металлическую кабину, можно сказать, что это что-то новое для меня, но в целом деталей не особо большое количество. Инструкция, конечно, такая себе, но в процессе разберемся. Начать сборку решил с самого понятного на первый взгляд элемента, это салон кабины. Здесь все как обычно, отделяю детали от линейка и обрабатываю их. Пришлось к этой модели докупить вот такой вот клей, он для ABS пластика. Да, это не обычный модельный пластик, а самый дешевый и дурацкий. В целом модельным клеем можно какие-то детали прихватить, но они держаться не будут. Особенно вот такие, которые сами по себе большие, но имеют маленькую площадь соприкосновения. Задняя ось здесь металлическая, с помощью молотка максимально аккуратно забиваю ее в мост. Сделано это для того, чтобы колеса могли крутиться. Далее я собираю сами колеса, с помощью ножа срезаю облой и пальцем диск вдавливаю в покрышку. Для установки передних осей пришлось воспользоваться пассатижами. Платформа, на которую устанавливается все оборудование, имеется в виду кран поворотная, и это хорошо, потому что на диораме он будет у меня в действии. Отверстия в кабине, которые просверлены под дворники, зашпаклевываю с помощью акриловой шпаклевки. И надфилем обрабатываю места сверления и шов от литья. Пластиковые детали к металлической кабине приклеиваю на суперклей. Сборка модели заняла всего пару дней, каких-то больших трудностей не возникло, ввиду того, что деталей не очень много, детализация такая себе на самом деле, и в покраску модель отправляется вот в таком вот полуразобранном виде. Перед грунтовкой с помощью гравера обработал самые труднодоступные места и довел все с помощью шлифовальной губки. Грунтовать решил из баллона, потому что, во-первых, металлическая кабина, во-вторых, сам пластик какой-то сверхглянцевый и очень сложный под кисть. Покраску начинаю опять же с самого простого. Здесь это элементы, которые нужно окрасить в черный цвет. Рама и платформа автокрана. На раме грунтовка светлого цвета, в данном случае белого, играет роль некого индикатора. С помощью контраста между белым и черным я понимаю, прокрасились ли элементы, потому что конструкция рамы довольно сложная. Для покраски кабины взял небесно-голубой цвет, и для того, чтобы убрать яркость, добавил в него немного сероватого оттенка. И этим цветом окрашиваю салон, приборную панель, двери изнутри и, конечно же, окрашиваю саму кабину. На вертикальных поверхностях не избежать потеков краски, их я просто убирал кистью и потом водой растушевывал это место. Слои тонкие, поэтому после первого слоя нанес второй. В случае с желтым цветом пришлось окрашивать в 3 очень тонких слоя, потому что все оттенки желтого имеют очень плохую укрывистость, даже если наносить их на белую грунтовку. После покраски основных элементов в базовый слой начинаю прокрашивать все мелочи, зеркала, сиденья и так далее. После этих этапов уже можно частично собрать модель, платформу прикручиваю к раме и на платформу устанавливаю оборудование. Уплотнительные резинки стекол покрасил кистью черным цветом и приклеиваю их на свои места с помощью клея ПВА. После установки остекления можно соединить между собой 2 части кабины. Неровности корректировал с помощью смывки.
Декали размачиваю в воде и устанавливаю на свои места. После этого с помощью кисти разравниваю их. Теперь в дело идет масляная краска. С помощью цвета охра прохожусь по всем элементам, которые окрашены в желтый цвет. Самое долгое в покраске — это стрела из-за большого количества элементов. На кабину масляную краску использовал темно-синего цвета. Масло необходимо для того, чтобы сделать тень. Пока оно высыхает, прокрашиваю остальные элементы, колеса и всякие мелочи. Диски покрасил в черный, а саму резину в темно-серый и устанавливаю на свои места колеса. Краска цвета серебро на спиртовой основе понадобилась мне для того, чтобы покрасить отражатели фар. После этого завершаю сборку и покраску фар, установив линзы на свои места. Фиксирую их с помощью глянцевого лака. Это специальные краски для прозрачных деталей, с помощью них крашу поворотники и задние фонари. Желтый цвет смотрелся слишком монотонно, поэтому с помощью техники сухой кисти нанес немного бликов. Остались самые мелкие и в то же время самые важные детали этой модели. Номера крашу в белый цвет. По всем зазорам прохожусь смывкой черного цвета. Разбавил смывку и прохожусь по всем элементам для того, чтобы придать еще больше контраста этой модели и, соответственно, добавить больше теней. Для голубого использовал смывку темно-серого цвета, а для желтого темно-коричневого. Номера сделаны методом фототравления, поэтому, держа кисть параллельно поверхности, удалось легко покрасить их. На модель их приклеиваю с помощью того же клея для ABS пластика. На диораме постараюсь добавить фигуру прямо в кабину автокрана. Разумеется, будет ржавчина, грязь, все подкрашу и доделаю. И даже попробую сделать на диораме дождь. А пока что представляю вам эту модель вот в таком вот, так скажем, первозданном виде. Пишите свое мнение, что добавить, что убрать. Подробные фотографии будут в Инстаграме. Всем продуктивного творчества и до новых встреч!